Все случится не случайно. Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. Смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. Так, мои хорошие, знаете, вот вы, в принципе, человек, который чем богаты, тому и рады. Да, вы, конечно же, любите в каком-то смысле комфорт, но вы не фанатеете, да, вы не стремитесь там несметное богатство заработать. И причем у многих из вас может проиграться даже вот, ну, небольшая, в принципе, даже зарплата, ну, либо же там средняя. Вы человек, который, знаете, вы больше цените не деньги, не то, что материальное, вы больше цените вот какое-то душевное тепло, душевная красота. Особенно это касается женщин. Потому что для вас, в общем-то, семья в очередной раз уже у нас из расклада в расклад, просто это переходит сигнификацией, из расклада в расклад, я вижу, что вы человек, который ценит стабильность. Вам не нужно менять женщин как перчатки. Вы готовы весь мир к ногам одной единственной женщины, но главное, чтобы это были искренние чувства, искренние отношения и, конечно же, взаимность. Вы человек, который не привык сорить деньгами, потому что, ну, во-первых, у многих из вас нет таких прям несметных богатств. Во-вторых, как-то они вам, ну, не просто давались. Были у вас периоды, когда, ну, было, скажем так, безденежье, да? У кого-то это, может быть, еще было в начале вашего такого взрослого этапа. У кого-то это были кризисные моменты уже, когда вы, допустим, поработали где-то, потом произошли какие-то перетрубации, могли быть увольнения. Ну, то есть были такие вот периоды, когда приходилось экономить. Давайте сделаем как раз маленький опрос такой. Напишите, ребят, были у вас периоды, когда, ну, реально, наверное, не хватало вам денег? Вот напишите, были. Если не было такого, тоже пишите, что не было таких периодов. Что еще мне о вас поведают? Вы человек, который всегда хорошо обдумывает, если нужно принять какое-то важное решение. Для вас, ну, не присущи какие-то спонтанные решения, для вас не присуща какая-то импульсивность. Обдумываете, даже, может быть, сверх меры обдумываете какие-то вопросы, потому что, поскольку вы человек такой, ну, достаточно чувствительный, ранимый, вы очень переживательный. Далеко не всем и каждому вы показываете, что вы переживательный человек, но, тем не менее, факт есть фактом. И порой переживаете даже за то, ну, за что переживать, в принципе, не стоит. Вы человек, который верит в судьбу, который порой даже, может быть, полагаетесь на судьбу. Бывают ситуации, когда отпускаете вот какую-то ситуацию и думаете, вот, ну, если суждено, значит, так тому и быть, вот в таком плане. Кто-то из вас сейчас может либо же находиться в начале каких-то новых отношений, это может быть новое знакомство, это может быть у кого-то вы, ну, проиграется, что вы только-только познакомились, у кого-то проиграется, что вы, может быть, уже встречаетесь, но это такой совсем небольшой период. Ну и плюс, я просто разные трактовки вам говорю карт, потому что это общий расклад, а вы уже под себя переворачиваете. А у кого-то может еще проиграться, что вы как бы в предвкушении. Вам очень хочется любви, причем новой эмоциональной любви, чтобы, ну, просто взахлеб, да, взахлеб от чувств, от эмоций. Очень этого хочется, очень этого ждете. Но я не скажу, что вы прям активно суетитесь и ищете где-то там, охотитесь с очком за угла за какой-то женщиной. Вы просто об этом мечтаете.
Ну и давайте-ка посмотрим, что же произойдет в вашей жизни не случайно. Я буду называть разные события. Вы знаете, в принципе, кто меня смотрит. А вы уже переворачиваете под себя, кому что подходит. Ой, какая у меня жарища, ребят, вы не представляете. Никогда бы не угадали, сколько градусов у меня в квартире. Почти 30, ребят. Я уже в шоке, я уже не могу. Напишите, у кого сколько градусов дома или в квартире. Напишите. Для сравнения, потому что для меня как-то странно, когда вот говорят люди, что у них 15-16 градусов. Боже. А здесь проветриваешь, можно час проветривать, и через 5 минут такая же жарища. Итак. У кого-то из вас светит поездка за границу. Это может быть очень неожиданная такая поездка. У кого-то такая, знаете, спонтанная, как говорят, по горячей путевке. Это может быть какая-то неожиданная командировка, если у кого-то работа связана вот именно, ну, с такой спецификой, что вам по работе придется ехать. У кого-то это может проиграться, что вас, может быть, знакомые, там, друзья-приятели подобьют и скажут, давай-ка махнем, да, поменяем свою жизнь. И, может быть, даже останетесь там, ну так, осядете, да, ну то есть будут кого-то из вас уговаривать, ваши знакомые, чтобы, может быть, поехать именно заработать за границей, но у вас будет шанс там осесть на постоянной основе. Идут крутые перемены у вас, ребят, у многих идут перемены, причем это связано, сейчас я уточню. Что-то я не знаю, уже почти выболелась, и снова меня что-то кашель душит, это просто в этом году. Так, смотрите, крутые перемены. Опять же, у кого-то идет расставание, причем это расставание будет очень болезненное. Расставание, которое может принести много боли, много переживаний и своего рода разочарования. У кого-то может проиграться наоборот. Крутые перемены. Здесь вы встречаете новую женщину. Но это будет чуть попозже, да, вот не в самые-самые ближайшие дни. Но это новая женщина, которая ужасно перевернет вашу жизнь, которая обладает какой-то такой, знаете, магической внешностью, что ли. Вот есть в ней какая-то загадка, есть какая-то изюминка, и ну, что-то такое манящее, что ли. Она тоже натерпелась в своей жизни, она тоже очень ранимый человек. Вот в этом вы точно сойдетесь, потому что вы все берете близко к сердцу. Ну и она похожа. С ней нужно так, знаете, даже если шутите, то как-то, ну, шутить, наверное, осторожно. Просто потому что она, ну, может обидеться, где-то что-то недопонять. И чтобы не было никаких потом, ну, таких мелких ссор. Человек, который вас может довести до ЗАГСа. Эта женщина может довести вас, ну, понятно, здесь выбирать будете вы, но, в общем-то, будут среди вас те, кто не побоится и решите узаконить свои отношения. Кто-то из вас... Да что ж такое, Господи? Кто-то из вас очень плотно займется, может быть, изучением каких-то серьезных наук. Причем это будет ваше такое осознанное решение, осознанный выбор и осознанное такое увлечение, это можно назвать. Сюда можно отнести психологию, сюда можно отнести там, ну, какие-то, не знаю, серьезные науки, типа философии, там, какие еще, ребят, напишите, а то я сейчас навскидку так даже не скажу. Но здесь больше, наверное, все-таки будет психологией связано, потому что как-то вот у вас больше идет акцент на личную жизнь, вас больше интересует тема взаимоотношений. Поэтому я почему-то вот считаю, что психология это будет ваше новое увлечение, а может быть уже оно у кого-то появилось, но вы будете все больше и больше изучать ее. У кого-то из вас начнется такая, знаете, безбашенная жизнь.
Причем это будет опять-таки осознанный выбор. Вот вы примите для себя это решение, что да, пусть горит все синим пламенем, вот буду жить для себя, вот в таком плане. Надоело вам как-то прислушиваться постоянно к другим, надоело, а что люди скажут, а что подумают. Знаете, как вот нас раньше всех, вот мамы, бабушки, вот как воспитывали. Это нельзя, это нельзя, то нельзя, да, потому что, а вдруг соседи что-то подумают, а что люди скажут, ну, это любимая фраза, да, раньше была. Поэтому вот вы, вопреки всему, вот вы плюнете и начнете жить для себя. То, что вы не делали раньше, вот раньше вы точно для себя не жили, здесь можно сказать, что будут какие-то у вас, у кого-то могут даже загулы проиграться, у кого-то начнутся романы, причем романы даже у тех, кто, в общем-то, особо не грешил никогда романами, но как-то вот перевернется ваша жизнь вот в сторону безбашенности. Понимаете? Ну, я не скажу, что это прям вы совсем пофигизм включите. Но надоест, вот, а что скажут, а что подумают, абсолютно кардинально, вот в этом плане вы поменяетесь. Кто-то из вас, возможно, станет чьим-то наставником, но это может проиграться по работе, это могут быть либо ученики, там какие-то стажеры, возможно, кто-то из вас уже занимает преподавательскую должность. Очень к вам прислушиваются ваши ученики. Вообще вас люди очень уважают, потому что вас есть за что уважать. Вы человек, в общем-то, довольно мудрый, довольно опытный, много чего повидали на своем веку, потому вам есть всегда что рассказать и что посоветовать. И здесь не только по работе, здесь вообще вот как-то вы, ну, по жизни многие вопросы вы можете посоветовать. У кого-то может проиграться, что, знаете, начнете задумываться о вопросах жизни и смерти. Это такая довольно серьезная тема. Давайте уточним, почему, что к этому сподвигнет. Во-первых, ребята, которые находятся там, где горячо, ребята, которые находятся, ну, там, где, вы понимаете, да, там, где военные действия, вы начнете почему-то задумываться тоже, а что будет, а вдруг, да, а как без меня будут и мои там дети, родственники, жена и так далее. Начнется переоценка ценностей, начнете, может быть, ностальгировать, вспоминать свою жизнь. Но я, забегая вперед, скажу, ребят, с вами все будет хорошо, мои ребята, я к вам обращаюсь, мои ребята, вы знаете. Вот с вами точно будет все хорошо, просто вас будет накрывать. Вот накрывать, знаете, ну, страх – это нормальное, это наше такое средство защиты. Страхи, они присущи у всех периодически. Просто будет такой период, когда тяжело, будет непросто, будет тяжело морально, физически. Здесь и перемещение, здесь передвижение, ну вообще сложности. Я не буду уточнять, что вы будете делать. Да, будет опасно, но тем не менее с вами будет все хорошо, поэтому если вас будут накрывать такие мысли, ну, знайте, что у вас есть очень классные ангелы-хранители, которые вас оберегают. Помните об этом и берегите себя, конечно же. Мои ребята, я еще раз подчеркиваю. Плюс будет накрывать еще кого-то из вас, особенно тех, кто недавно разошелся. Здесь очень тяжело, вот морально-психическое состояние, когда будет казаться, что все, ничего не хочется, уже чуть ли не к праотцам хочется. Ну, вот такие мысли, знаете, потому что женщина была как свет в окошке. Опять же, ребята, у кого такое проигрывается, но я вам скажу, что этот период у вас пройдет, и вы когда-то будете еще с улыбкой вспоминать и думать, боже, как я такое мог чудить, из-за кого я нервничал, из-за кого я переживал. Плюс у кого-то из вас еще по этому поводу будет такая, знаете, как, ну, реально вот какая-то переоценка жизни своей.
Но это скорее будет касаться тех, кто уже в возрасте, ну, в преклонном возрасте из вас. Вы будете думать, что все, уже жизнь прожита, хотя, опять же, люди все живут по-разному. Кто-то и 90, и 100 лет живет, и не надо на себе ставить крест, если вам всего лишь 60, допустим. Но почему-то вот вас будет эта тематика накрывать. Возможно, это будет связано с тем, что, ну, может быть, уйдет на небо кто-то из ваших знакомых, да, и это тоже цепанет вот за душу вас, и вы почему-то загрустите и начнете думать по поводу этой тематики. Что еще произойдет? Смотрите, у кого из вас, может быть, какие-то есть юридические, судебные дела проходят, либо будут проходить, все отыграется положительно, то есть вы будете в позитиве, все отыграется так, как вы хотите. Потому что я вижу, есть здесь моменты, и, ну, либо же это алименты, либо разводные процессы у кого-то из вас будут. Но здесь пройдет плюс-минус так гладко. Я не скажу, что будут прям ужасные скандалы. Но вот, в общем-то, если это будет какой-то раздел имущества, либо же какие-то другие юридические вопросы. Но здесь будет все так, как вы хотите. Так, еще сейчас я уточню. Вот это мне что-то не очень нравится. Вот почему-то мне постоянно, я не знаю, сегодня какой-то, ну, такой грустноватый такой расклад. Потому что опять-таки мне показано, что будут среди вас те, у кого идет очень сильное переживание, либо разрушение личной жизни. Опять мне это показывает, в принципе, только что я вам сказала. Но здесь еще будете переживать о том, что ваша женщина, возможно, это бывшая жена, с которой вы сейчас, может быть, судитесь, либо вот будете судиться в ближайшее время, она хочет отобрать у вас, ну, то ли это большую сумму денег, может быть, большую часть там квартиры, ну, то есть как-то вот она имущество захочет забрать очень много, и причем она... То ли она связи имеет какие-то большие, да, может быть, влиятельные у нее знакомые есть, что она могла вам рассказывать разные истории, что вот ты там останешься под забором в одних трусах, ну, чуть ли не так. Поэтому тоже могут проиграться такие моменты. Но что самое печальное, эту женщину вы до сих пор не отпустили. Вот даже с той женщиной, с которой вы сейчас, возможно, разводитесь, но это понятно, это вынужденная история, это не просто так, это дикая боль, почему вы расходитесь. Но, тем не менее, чувство к ней еще есть. Поэтому это такая двойная боль, да. С одной стороны, вы любите, а с другой стороны, она хочет еще вас унизить и растоптать, даже вот в судебном порядке. У кого-то из вас дорога, но эта дорога какая-то такая, знаете, обдуманная. Эта дорога у кого-то может проиграться, кстати, к женщине. Либо к женщине, либо с женщиной. Опять же, кому что из вас подходит, выбирайте. Если вы, может быть, общаетесь с женщиной с другой страны, либо из другого города, ну, то есть из другого населенного пункта, не обязательно из города, вы можете к ней поехать. Либо же это у кого-то проиграется романтика. Причем это может быть романтика, которая приведет вас, ну, чуть ли не к предложению. Вы можете даже сделать предложение руки и сердца этой женщине. Будет очень приятная поездка, очень комфортно, очень классные такие ощущения будут. Ну и, в общем-то, я могу сказать, что вы нашли свою половинку. Эта дорога давно уже планировалась, но, может быть, вы откладывали по какой-то причине, а здесь решите все-таки поехать. Ну и, конечно же, вы романтически подготовитесь к этой поездке. У кого-то из вас идет еще повышение по карьерной лестнице, скажем так, да. Причем вы можете даже занять какую-то, ну пусть и небольшую, но начальственную должность. Ну, к примеру, да, может быть, начальник отдела, там, я не знаю, начальник там, ну, я не знаю, какие там еще есть, господи, отделы там, ну, прорабы на стройке, да, правильно? Вроде бы прорабы они там называются. Бригадиры, да, ну, то есть вот такие, может быть. У кого-то это может быть повыше даже
ваша должность будет. Опять же, это зависит от работы, где вы работаете. Ну и знаете, ребят, я вам напоследок скажу, что вот если резюмировать, как-то вот этот расклад мне больше все равно как-то несет такую энергетику, вот связанную с личной жизнью. Да, здесь будут разные ситуации, как я вам сказала. Плюс еще появится какой-то человек, человек, которого вы уже, возможно, подзабыли. Человек, с которым вы когда-то давно общались, но изъявит желание снова возобновить общение. Опять же, это может быть друг старый, у кого-то это может быть женщина, с которой когда-то были отношения. Ну, то есть это будет такое, знаете, проявление, которое вас очень сильно удивит. Ну, а захотите вы общаться с этим человечком, это уже будет зависеть от вас. Ну, и на дне колоды у нас туз пентаклей. Это говорит о том, что те из вас, кто сейчас, может быть, находятся в плачевном финансовом положении, оно у вас начнет очень круто идти в гору. То есть ваши финансовые дела поправятся и наладится, в общем-то, ваше финансовое положение. Ну и, конечно, кто, как в раскладе я сегодня сказала, будет претерпевать печальные моменты, связанные с разводом, да, с разрывом, я могу просто сказать, ребят, и это пройдет, как написано на кольце царя Соломона. Когда-то вы будете вспоминать с улыбкой эти все времена, а еще, может быть, кто-то будет и плеваться, да, о ком я думал, кого я любил. Поэтому, мои хорошие, берите на заметку эту информацию, кому-то, может быть, она пригодится. Кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!